Программа «Немецкая философия» – это третья часть. Важно указать, что Гегель оказывал огромное влияние на философию на протяжении всего XIX века. По словам Бертрана Рассела, ведущие академические философы как в Америке, так и в Великобритании были в основном гегельянцами. Философия Гегеля продолжает оказывать влияние на современную философию. Гегельянство – это философское направление, опирающееся на наследие Гегеля. Оно сразу разделилось на два направления – левое гегельянство, младогегельянцы и правое гегельянство. Считается, что правое гегельянство приняло философию Гегеля в политическом и религиозно-консервативном направлении. Здесь важно отметить, что Гегель утверждал, что и идеи, и институты можно понять только через понимание их истории. На протяжении всей своей жизни Гегель говорил, что он был ортодоксальным лютеранином. Он уделял значительное внимание абсолюту, бесконечному духу, ответственного за совокупность реальности. Гегель считал, что этот дух находит свое наиболее полное выражение в искусстве, религии и философии. Но нужно понимать, что для Гегеля объективностью всего этого является государство, в частности, современная конституционная монархия. Что касаемо младогегельянцев, от Гегеля они унаследовали, во-первых, диалектику, понятую как принцип исторического развития, и, во-вторых, метод проверять действительное разумным. При этом они не приняли гегельский консерватизм, который провозглашал все действительно необходимым и разумным. Фридрих Энгельс был младогегельянцем, другом Карла Маркса, вместе с которым он разработал теорию научного социализма, коммунизма. Это применение исторического материализма, то есть исторических изменений, происходящих в том, как люди совместно трудятся, чтобы заработать себе на жизнь для развития социализма. Фридрих Энгельс с Карлом Марксом описывал теорию научного социализма так: совершить акт всеобщего освобождения, историческая миссия современного пролетариата. В общем, научные социалисты рассматривают социальное и политическое развитие как в значительной степени определяемое экономическими условиями. Маркс также ввел такое предложение, как общественное бытие определяет сознание. Это предложение было одним из руководящих принципов философии Карла Маркса. Великие достижения науки и техники также привели Маркса к социальной теории, основанной на естественных законах и ограниченном детерминистском взгляде на историю. Иосиф Дицкин был немецким философом, который самостоятельно разработал ряд вопросов философии и пришел к выводам, очень близким к диалектическому материализму Маркса и Энгельса. Итак, Иосиф Дицкин дал следующее резюме своих философских позиций. Инструмент мысли – это вещь, как и все другие обычные вещи, часть или атрибут Вселенной. Он принадлежит, в частности, к общей категории бытия и является аппаратом, который создает подробную картину человеческого опыта посредством категориальной классификации. Чтобы правильно использовать этот аппарат, нужно полностью осознать тот факт, что мировая единица многообразна и что все многообразие является единицей. Это, по сути, решение загадки древней эллинской философии, как единое может содержаться во многом, а многое в одном. Ойген Дюринг был немецким философом и экономистом. В философии он был эклектиком, сочетавшим позитивизм, материализм и идеализм. Он критиковал взгляды Фридриха Энгельса. Дюринг считал философию априорным учением о конечных истинах. Мир по Дюрингу не имеет конца, но имеет начало во времени, чему предшествовало состояние абсолютного покоя. Переход от покоя к движению Дюринг объясняет при помощи понятия некой механистической силы, якобы присущей материи. Таким образом, Дюринг стремился избежать идеи первопричины и одновременно уклониться от материалистической трактовки движения как атрибута материи. Время у Дюринга оторвано от пространства и от материи.
Противником гегелевской мысли был Артур Шопенгауэр. Он находился под влиянием восточной философии, в частности буддизма, и был известен своим пессимизмом. В своей самой влиятельной работе «Мир как воля и представление» Шопенгауэр утверждал, что мир – это по сути то, что мы осознаем в себе как свою волю. Его анализ воли привел его к выводу, что эмоциональные, физические, сексуальные желания никогда не могут быть удовлетворены. Следовательно, он красноречиво описал образ жизни, основанный на отрицании желаний, похожий на аскетические учения веданты и монахов, отцов-пустынников, раннего христианства. Что касаемо справедливости, Шопенгауэр писал: «Вечная справедливость управляет не государством, а миром, не зависит от человеческих институтов, не подвержена случайности и обману, не является неопределенной, колеблющейся и ошибающейся, но непогрешимой, фиксированной и верной. Вечная справедливость не является карательной, потому что возмездие требует времени. Нет никаких задержек или отсрочек, вместо этого наказание привязано к правонарушению до точки, где двое становятся одним. Мучитель и тот, кого мучили, становятся единым. Мучитель ошибается в том, что он считает, что он не является соучастником страдания. Тот, кого мучили, в том, что он считает, что он не является соучастником вины. Страдание – это моральный результат нашей привязанности к удовольствию. Шопенгауэр считал, что эта истина выражена христианским догматом первородного греха, а в восточных религиях – догматом перерождения. Работая в метафизических рамках Шопенгауэра, Майнлендер рассматривает волю как глубочайшую сердцевину бытия, онтологическую арку. Однако в важных аспектах он расходится с Шопенгауэром. У Шопенгауэра воля едина и не подвластна времени и пространству. Трансцендентальный идеализм Шопенгауэра приводит его к выводу, что мы можем получить доступ к определенному аспекту вещи в себе только посредством интроспективного наблюдения за нашим собственным телом. То, что мы наблюдаем как волю, это все, что нужно наблюдать, и ничего больше. Здесь нет скрытых аспектов. Более того, посредством самоанализа мы можем наблюдать только нашу индивидуальную волю. Это приводит Майнлендера к философской позиции плюрализма. Необходимо подчеркнуть, что Майнлендер делал акцент на идее спасения всего творения. Это еще одно отличие его философии от философии Шопенгауэра. Для Шопенгауэра подавление воли – редкое явление. Для Майнлендера весь космос медленно, но верно движется к подавлению воли к жизни. И, как он это называет, искуплению. Неокантианство в широком смысле относится к философии Иммануила Канта. Сторонники неокантианства, как правило, делали упор на научном прочтении Канта. Они подготовили почву для феноменологии. Неокантианство акцентировало внимание на эпистемологической стороне учения Канта. Особенно много сделали кантианцы в деле обособления естественных и гуманитарных наук. Первые используют метод, генерализирующий, основанный на выведении законов, а вторые – индивидуализирующие, основанные на описании эталонных состояний. Соответственно, и мир делится на природу, мир сущего или объект естественных наук, и культуру, мир должного или объект гуманитарных наук. Причем культуру организуют ценности, отсюда именно неокантианцами была выделена аксиология. Фридрих Ницше изначально был сторонником Шопенгауэра, однако вскоре он отказался от пессимистического взгляда Шопенгауэра на жизнь и попытался создать позитивную философию. Он считал эту задачу неотложной, поскольку считал, что распространяется форма нигилизма. Тогда его проблема заключалась в том, как жить позитивной жизнью, учитывая, что если вы верите в Бога, вы можете поддаваться жестоким убеждениям, например, божественному предопределению некоторых людей попасть в ад. А если вы не верите в Бога, вы поддаетесь нигилизму, что является печальным результатом. Ведь нигилизм – это философия, которая ставит под сомнение ценности, идеалы, нормы нравственности, фундаментальные понятия, такие как объективная истина, знание, мораль, ценности или смысл жизни. Ницше считал, что нашел свое решение в концепциях сверхчеловека и вечного возвращения. Его творчество продолжает оказывать большое влияние как на философов, так и на художников.
Эрнст Мах был австрийским физиком и философом. Мах рассматривал вещи как комплексы ощущений, отрицая существование внешнего мира, независимого от человеческого сознания. Его философия нашла поддержку среди западноевропейских марксистов, западных физиков начала XX века, включая в первую очередь Альберта Эйнштейна.